Бангкок — город контрастов, где золотые купола храмов соседствуют с неоновыми вывесками, а современные магистрали нависают над лабиринтами узких проулков. Именно в этих проулках, среди запахов лемонграсса, жареной рыбы и влажной пыли, протекала жизнь безымянного полосатого кота. Он был истинным королем своего квартала. Гибкое мускулистое тело, уши с боевыми отметинами и желтые глаза, в которых светилась первобытная уверенность. В его мире не было жалости, была только ловкость. И он был чертовски ловок. Тот день начинался, как сотни других. Кот обходил свои владения, мягко ступая по раскаленным крышам. В Бангкоке зной наступает быстро, и животные стараются найти прохладу до полудня. Но его внимание привлекла добыча, мимо которой невозможно было пройти. Маленькая птица с ярким оперением приземлилась на край жестяного желоба. Она была так близко, что кот слышал шелест ее крыльев. Внутри него щелкнул невидимый тумблер. Зрачки расширились, поглощая свет, хвост превратился в замерзшую струну. Охота началась. Птица, словно издеваясь, подпускала его на расстояние одного прыжка и в последний момент взмывала вверх. Она вела его за собой, увлекая все выше и выше. Погоня превратилась в вертикальный марафон. По стопкам старых покрышек, по решеткам кондиционеров, через террасы, заставленные горшками с орхидеями. Кот не видел ничего, кроме своей цели. Азарт ослепил его. Наконец, они оказались на краю высокой крыши старого технического здания. Внизу, в узком колодце между стенами, гудела трансформаторная подстанция. Птица камнем бросилась вниз, маневрируя между переплетениями кабелей. Кот, чей вестибулярный аппарат никогда не давал сбоев, прыгнул следом. Он рассчитал траекторию, скорость, силу толчка. Но он не учел одного. В старых кварталах города электросети часто представляют собой хаотичное месиво. На крыше трансформаторной будки 2 высоковольтных провода лишились изоляции из-за тропических ливней и жары. Когда кот коснулся их, он стал проводником. Ослепительная сине-белая вспышка на мгновение затмила солнце. 1000 вольт прошили маленькое тело. Кот не успел даже закричать. Его нервная система просто отключилась от перегрузки. Обугленный комок шерсти рухнул на бетонную площадку. Птица улетела, а в переулке воцарилась тяжелая, пахнущая озоном тишина. Уоллейс Риппун-Ворон шла по этому переулку спустя час. Она была из тех людей, кто замечает детали. Трещину в асфальте, новый цветок на пустыре и, конечно, чью-то беду. Сначала она подумала, что это кусок обгоревшей ткани, выброшенный электриками. Но ткань едва заметно дрогнула. Увиденное повергло ее в шок. Кот был в ужасном состоянии. Передние лапы превратились в обугленные палочки, от них исходил тяжелый запах гари. Шерсть на мордочке была опалена. Любой другой человек, возможно, вызвал бы службу по контролю за животными, чтобы те прекратили мучения бедолаги. Но Уоллей, глядя в едва приоткрывшийся желтый глаз, увидела в нем неистовое желание жить. «Я не знала, выживет ли он», — скажет она позже журналистам. «Но я знала, что если я пройду мимо, он точно умрет, а его глаза говорили «я еще здесь». В ветеринарной клинике врачи были категоричны. Глубокое поражение тканей, некроз, сепсис на подходе. Единственный шанс — ампутация по самые плечи.
Но коты не живут без передних лап. Это инвалидность, которую они не выносят психологически, твердил хирург. Уоллей настояла на операции. Она оплатила счета, которые росли с каждым днем, и часами сидела у клетки после операции. Кот, которого она назвала Эйбл, способный, выглядел непривычно. Широкая грудь теперь заканчивалась ничем. Возвращение домой было испытанием. Эйбл не понимал, что произошло. Его мозг все еще отдавал команды передним лапам, которых больше не было. Каждый раз, когда он пытался спрыгнуть или просто сделать шаг, он ударялся мордочкой о пол. Это было больно и унизительно для бывшего короля улиц. Уоллей проявила невероятное терпение. Она превратила свою квартиру в безопасную зону. Мягкие ковры, чтобы смягчить удары при падении. Специальные бортики, чтобы он мог опираться подбородком, когда отдыхает. Диета, чтобы укрепить мышцы спины и задних конечностей, на которые теперь ложилась вся нагрузка. Переломный момент наступил через 3 месяца. Эйбл понял, что если он выпрямит спину и перенесет вес на таз, он сможет удерживать равновесие. Это выглядело странно. Кот стоял вертикально, напоминая суриката или маленького человечка в меховой шубе. Первый успешный прыжок на задних лапах изменил все. Эйбл осознал, что он не инвалид. Он просто другой. Он научился использовать хвост как балансир, точно так же, как это делают кенгуру. Его задние лапы стали невероятно мощными, мышцы на бедрах увеличились, позволяя ему совершать прыжки, которые были недоступны обычному коту. Самым большим вызовом стала лестница в доме Уоллей. Для кота без передних лап ступени — это непреодолимая череда вертикальных стен. Эйбл долго сидел перед первой ступенькой. Он пробовал запрыгивать, но без опоры спереди он заваливался назад. Уоллей не подталкивала его, она просто ждала наверху, держа в руках его любимое лакомство — кусочек вяленого тунца. Эйбл пробовал снова и снова. Его техника была уникальной. Он делал мощный рывок вверх и чуть вперед, приземляясь на задние лапы на следующую ступень и моментально группируясь для следующего толчка. Когда через несколько недель он впервые взлетел на 2-й этаж за считанные секунды, Уоллей поняла — реабилитация закончена. Эйбл победил. Прошло 2 года. Жизнь Эйбла превратилась в сказку. Хозяйка начала публиковать его фото в интернете, и вскоре кот-кенгуру стал мировой знаменитостью. Тысячи людей восхищались его стойкостью. В соцсетях его снимки собирали сотни тысяч лайков. Вот Эйбл стоит у окна, высматривая птиц. Вот он играет с мячиком, мастерски подбрасывая его задней лапой. Вот он спит, свернувшись в клубок, который теперь стал намного компактнее. Однако в реальном мире, на улицах Бангкока, все было не так гладко. Уоллей часто выводила его погулять на шлейке. Местные коты, привыкшие к стандартному языку тела, не понимали Эйбла. Для них его вертикальная стойка выглядела либо как угроза, либо как нечто пугающе неестественное. Животные избегали его, шипели или просто убегали. Но Эйбла это не расстраивало. У него развилась удивительная связь с людьми. Он стал невероятно ласковым. Если раньше он был независимым хищником, то теперь он стал тенью Уоллей. Он чувствовал ее настроение, приходил утешать, когда она уставала, и всегда встречал ее у двери, исполняя свой победный танец на 2 лапах. Сегодня Эйбл — это символ того, что травма
не определяет личность. Его история, рассказанная СМИ, заставила многих владельцев травмированных животных отказаться от усыпления и дать своим питомцам шанс. В доме Срипун-Ворон Эйбл считается главным членом семьи. Ему позволено все — спать на подушках, выбирать лучшие кусочки со стола и играть с самыми дорогими игрушками. Он избалован, но заслужил это каждой минутой своей борьбы. Глядя на то, как он лихо взлетает по лестнице или как он с достоинством стоит на задних лапах, обозревая свои владения с балкона, трудно поверить, что когда-то он был в шаге от смерти в грязном переулке. Эйбл не помнит ту птицу и ту боль. Он живет настоящим, моментом, когда рука Уоллей чешет его за ушком, и когда весь мир, кажется, замирает от восхищения перед этим маленьким, но невероятно сильным существом.